Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, мои дорогие друзья и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Что идет в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Что скоро случится, может быть, в ближайшее время, а то и в ближайшие дни? На пороге каких событий мы говорим «вы стоите». Жизнь, конечно, не бывает полностью предсказуемой, я об этом часто повторяю. И, наверное, все то, что происходит сейчас вокруг нас, пусть даже мы смотрим это видео, каждый из своей страны, из своего места, но вы со мной можете согласиться. Но что же для вас? Вот какие, или как разовьются эти события лично для вас? Давайте узнаем такие подсказки. Что же будет скоро происходить? Возможно, вас что-то и удивит, а возможно, будет что-то и неожиданно. Жизнь настолько стала стремительной, настолько быстро все меняется. Вот давайте рассмотрим. И первое, конечно, мы делаем сигнификацию, насколько вы себя узнаете, для кого подойдет этот расклад, чтобы вы могли сориентироваться, насколько это откликается вашей душе. Принимайте именно то, что откликается вашей душе. Наш расклад, прогноз подойдет одинаково как для моих любимых девочек дорогих, так и для вас, мужчины. Просто где-то перекладывайте на себя. Итак, кто сегодня пришел на расклад? С кем сегодня? Чью историю нам расскажут карты? Вот для этого человека какую они завесу будущего готовы открыть? Итак, кто вы? Давайте познакомимся, да? Тут правильный человек. Тут, скорее всего, тот человек, который, знаете, может быть, у вас и есть свои принципы, безусловно, по этой карте только так. Но это, знаете, такой добропорядочный и благородный человек, потому что тут все должно быть по закону, по какой-то вселенским правилам. Может быть, это где-то и менталитет играет роль, да, или ваше воспитание. Но вот именно когда, с одной стороны, буква закона есть, безусловно, когда вы не нарушаете закон, вы, можно сказать, законопослушный человек, тот, который стремится как раз, ну, жить в согласии и с людьми, и, может быть, и так, чтобы то, что вы пытаетесь даже, пусть это касается дел, ваших дел, да, каких-то оформлений, работы, но тут тоже именно баланс хочется держать, чтобы и вас понимали, чтобы с другой стороны была какая-то уверенность. Вообще это карта кармы, поэтому я так в целом могу сказать, кто-то из вас чувствует, вот тут действительно на пороге каких событий я стою. Тут, похоже, судьбоносные какие-то у меня события. Вы можете чувствовать, что даже те вопросы, которые я такое допускаю, у нас время с вами астрологически по планетарным транзитам такое, что те вопросы, которые к вам сейчас как будто вернулись, или пусть это какая-то история из прошлого тянется, но вы можете интуитивно чувствовать, что это что-то близится к завершению, или само по себе судьбоносность момента. Так кто же вы? Но не хочется, безусловно, по этой карте, знаете, как двигаться в никуда. Или заниматься тем, что тебе не принесет ни радости, ни пользы, ни смысла. По этой карте все же мы подводим итоги и говорим себе, что в некоторых позициях все, что мог, я уже сделал. Или я кому-то помогал, и уже насколько я мог, я уже помог. Все. Тут есть определенно, знаете, как точка невозврата. И одновременно это точка нового отчета. И очень символично, потому что, если мы говорим, карта кармы, судьбы, выпадает вот именно правосудие. Всегда ведь правосудие – это как причина и следствие. И я не исключаю, что даже те люди или истории, сюжеты, которые вы переживали когда-то прежде, они сейчас, может быть, повторяются даже в вашей жизни или продолжаются. Но вы видите через новую призму. Может быть, кому-то пришлось снять розовые очки, вот буквально так. Потому что, ну, вот время делать выводы. Организовывать свою жизнь как-то совершенно по-другому. И явно в этой истории присутствуют некоторые персонажи, которые, ну, наверное, надо крепко подумать перед тем, как дать кому-то согласие. По девятке жезлов нам еще и говорят о том, что, может быть, предыдущий период вы себя недостаточно хорошо чувствовали. Почему я так говорю? Ну, вовсе не в этой колоде, но у нас есть колода герметического Таро. Может быть, я когда-то в Телеграм сделаю расклад, потому что, ну, на YouTube эта колода нельзя. Тут есть свои определенные табу.
но она вся наполнена символами. Так вот, в колоде герметического Таро девятка жезлов, карта великой мощи. Мы чаще с вами видим, наоборот, какую-то остановку или как нерешительность, как будто выбраться нужно из этого забора, да. Мы оказались там, нам какое-то время пришлось там пребывать, но за это время мы накопили силы. Поэтому эта карта будет говорить где-то о том, что вы выздоравливаете. Ну, я не про здоровье, мои дорогие. За здоровьем к доктору. Это мои железное, как знаете, кредо. Но если, знаете, как недомогание, эмоциональное выгорание, или когда была, ну, может быть, апатия, какая-то хандра на нас накатилась, то здесь уже вы все равно выкарабкиваетесь, выбираетесь вот из этого состояния. Рядом карта мага. Конечно, мы можем трактовать, что по нашим делам тут нам воздастся. Где-то и воздастся людям, мои дорогие. Тут сама судьба берет правление над вашей жизнью. Здесь, может быть, знаете как, тут будут происходить такие метаморфозы, может быть, уже происходят, когда те люди, которые, ну, с ними у вас были сложные, может быть, отношения, или когда они в ваш адрес как-то некрасиво поступили, вот у людей сейчас какие-то свои задачи. У них сейчас, может быть, ворох каких-то проблем, и они вот именно сейчас, и их как будто так судьба, отводя от вас, концентрируют на делах собственных. Вот здесь вот может быть что-то такое. Но это вы ведь тоже как маг, а маг у нас великий практик. И всегда по этой карте сложная судьба. У мага никогда не бывает легкой судьбы. Но вы уже за это время накопили силы, вы вот как будто подводите итоги, и у вас совершенно новая точка жизненного отчета. Конечно, иногда карта маг, опять же, в других колодах, но иногда прописан буквально знак зодиака и планета Меркурий, знак зодиака либо Дева, либо Близнецы. Может быть, это у кого-то из вас, все же мы все разные. Расклад у нас с вами общий. Может быть, это вот такое идет переосмысление по поводу конкретного человека. Или даже совпадают эти знаки зодиака. Или просто человек так себя ведет. Вот как этот маг. Есть же ведь и другое значение манипуляции, правда? Ну, вот человек живет по своей указке, может быть, да, и для вас, если есть такой персонаж в вашей жизни, тогда вам нужно делать правильные выводы. Но тут самому, хочешь не хочешь, придется становиться магом. Опять же, сложная какая-то история. Что сейчас? Здесь, правда, вы знаете, вас как судьба делает этим магом и волшебником. Кому интересно, я могу вас адресовать к дилогии Всеволода Соловьева «Волхвы и Великий Розенкрейцер». Это именно о магии, о становлении, о сложном детстве, о сложной любви. Насколько человек пытался ее даже преодолеть, насколько он действительно маг, и сколько лет он уделял тому, что ему нравится, как он пришел вот к этому, да. То есть вот такая очень неординарная судьба, это точно. Вот и у вас, скорее всего, какая-то судьба не похожая, может быть, на тысячи других. Есть ведь люди, у которых, ну, все как-то так, плюс или минус, вот как мы говорим, все как у людей. А вот меня смотрят, и вы кто-то скажет, а я как белая ворона вечно по жизни. А у меня вечно все не как у людей. Из лучших побуждений, да, как известно, куда дорога простирается. Ну вот что-то такое. Вы много раз явно из лучших побуждений делали что-то хорошее. Может быть, для многих людей. Но почему-то ответы вы получали совершенно другие. Может быть, кто-то вашу доброту воспринимал за слабость. И семерка мечей, особенно в этой колоде. Вот посмотрите, мы как позволили себе замечтаться, да, вот эта девушка, любящее сердце. И не важно, что тут у нас личная жизнь, эту ситуацию можно переложить, да даже на работу. Положила голову на плечо своему спутнику, она вот позволила себе расслабиться, она ведь уверена. А он забыл уже вот этот спутник, можно сказать, сателлит. Он уже забыл, я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Ну, надо немного юмора добавить. Так вот этот сателлит, он забыл уже о своей спутнице. Он вообще вот увидел красотку, которая ему так игриво улыбается. Посмотрите, еще и с павлиним пером. То есть она искусственно привлекает к себе внимание. Глаз горит. Все, он уже именно горит. И уже он вообще обо всем забыл. Может быть, где-то такой человек, который легко возгорается, да, или чем-то,
ну, как, может быть, даже где-то восхищается, может быть, как вдохновляется, да, или какой-то новой идеей он наполняется и бросает все то, что было сделано до того. Опять же, или работа, или личная жизнь. Но самое главное, не этот человек, его, ну, уже ничто не исправит, его только судьба может как-то правильно, ну, немножко корректировать, да, и на волю Бога, на волю случая, может быть и так. Но что же делать нам, когда мы вдруг прозрели? Что у вас прямо сейчас? И у кого-то будет зависшие отношения, зависшая ситуация, может быть, и по работе. У вас это заканчивается. Вот все то, что я говорила, буквально с первых карт, просто все это подтверждает. У вас сейчас на кону перемены, мои дорогие. Причем это карта успеха, это карта стремительных, внезапных перемен. Поэтому кто-то может уже прочувствовать или смог, и со мной согласиться, скажет, да ведь правда в моей жизни, но вот как-то постепенно то информация придет, то человек какой-то придет, то вот так складываются события, что да мне уже не хочется самому или самой оглядываться назад. Для кого-то из вас это время, когда вы можете стать популярными. Это то время, когда вы можете развить свое творчество. Или даже начав какой-то проект, пусть даже творческий, или когда с нуля вы что-то изучаете. Кто-то может вдохновиться или поставить перед собой, знаете, как мечту. Ваша сильная сторона, знаете в чем? Вы умеете мечтать. Тут вот несмотря на то, что человек такой правильный, вот во всех позициях правильный, благородный, но, видимо, сохранили вы вот этот полет души или любопытство к жизни. Вот, наверное, не к соседу, не там к кому-то там, коллеге, что там у них, да ладно, да бог с ними, а именно свою жизнь хочется изменить. Может быть, кому-то путешествовать, кому-то куда-то переехать, решить вопросы по части недвижимости. И вот здесь для вас очень важно, может быть, на этом этапе определиться даже с теми, кто уже готов с вами идти дальше. Кто в вашей жизни просто прохожий. Или вам был дан для опыта. Но тогда скоро вы будете искать именно для счастья. С учетом, может быть, тех пережитых моментов, которые у вас уже есть. Опыт Его Величества, да, сын ошибок трудных. Но это вам дает неоспоримое преимущество перед другими, потому что вас уже, ну, знаете, как не втянешь в какую-то затяжную историю, точно обманываться вы тут не согласны. Вы настроены решительно с учетом этой карты. Давайте еще пару карт достанем. Кто вы? Любящее сердце, любящий человек. Есть у вас, ну, может быть, дети, может быть, это родственники или просто любимые друзья. Вот это тот человек, который способен, умеет искренне любить. Не за что-то, а просто потому, что человек вот такой есть. И вот это ваше где-то качество волшебное, таких людей очень мало. Но кем-то было, скорее всего, использовано в такую ситуацию, переведено, когда бы вы вынуждены были долго что-то ожидать. И вот за это ожидание мы как будто стали заложниками каких-то прежних отношений или прежней истории на работе, отношений, может быть, по работе, или какого-то замкнутого круга. Но вот теперь, опять же, посмотрите, вы набираете силу. А вообще очень интересно, у нас выпадает карта маг и карта сила. Пусть в этой колоде изображен мужчина, но мы чаще говорим, это карта женской силы, это карта критического мышления, все очень в тему. А если мы говорим энергетика, да, по аркану сила, все же это где-то знак Дева и Солнце в Деве. Это именно логика, рационализм и практика, мои дорогие. Поэтому дело одной эмоции. Вот вы теперь переводите в практику. И причем приходите к выводу, что теперь должны сбываться именно ваши мечты. Не чьи-то там хотелочки, ну, как-то складываются очень красиво, а я вроде как не удел. Но у кого-то это будет конкретно сложное отношение между мужчиной и женщиной, мои дорогие. Что еще? Ну вот вы идете вперед. Смотрите, я уже не достаю больше карты. Давайте мы с вами пойдем дальше. Вот тут действительно как точка вами невозврата. Она уже пройдена. Вам сейчас как будто нужно, может быть, вы где-то это сами чувствуете. Мне, может быть, надо создать план минимум, план максимум, себя на что-то сориентировать. Но давайте вот для этого мы с вами и узнаем. Так вот, что же скоро произойдет?
события на пороге, что спешит в вашу жизнь, с чем это будет связано. Соберем все карты и тщательно перемешаем. У нас будет 3 позиции, именно 3 позиции, которые нам, ну так вот повествовательно, последовательно помогут рассмотреть как один из вариантов развития событий. И первое, что же скоро случится, что произойдет, что идет и придет буквально в вашу жизнь. И 6 карт, потому что всегда второй 6, мы знаем, это карта победы. Вообще это карта даже по гексаграмме. Если мы говорим уже не карта, точнее, а число 6, это вершина активности, это вершина действий, но это какой-то итог одновременно. Вот у нас должен быть итог. Итак, что придет в вашу жизнь, что буквально на пороге оно вот-вот случится. Вторая позиция у нас будет называться «Как изменится ваша жизнь». Как вот эти все события окажут влияние на вас, на вашу жизнь, на ваши планы, возможно. Что изменит ваши планы, я такое тоже могу предположить. Что же это? С кем или с чем это связано? И третья позиция. К чему все идет? Что будет дальше? Что прояснится? Или что вам по судьбе, мои дорогие? Давайте заглянем в будущее. Так что же там прояснится? Что вам по судьбе именно дальше? Как это будут развиваться в будущем уже? Ну, какие-то истории или жизненные сюжеты. Что там будет дальше? Давайте будем узнавать, что же там скоро произойдет. Вот в этой колоде карт, а у нас сегодня колесо года, есть цикличность, да? Не случайно я выбрала эту колоду, чтобы именно посмотреть вот эту историю с прошлого или от чего-то оттолкнуться. Вот как будто еще, может быть, сейчас, как будто будет меняться, да, ситуация. Девушка смотрит в окно. И карта эта называется именно в этой колоде «Бесконечный дождь». Это когда мы, ну, где-то ждали кого-то, я об этом говорила, или мы на что-то надеялись, а тут понимаем, что... Ну вот если оставаться даже в этой плоскости мыслей, жизнь не меняется. Здесь нужно принимать какое-то важное решение. И есть определенные те ситуации, которые вы от них устали. Может быть, это вот, знаете, как вот двое несут арбузы. И своя, говорят, ноша не тянет, правда? И они, конечно, устали, но они их не бросят. Ну, где ж мы свое бросим? Не, мы донесем до этого домика, это точно. Может быть, мы сделали где-то передышку вот эту, но нам еще нужно что-то продолжить, чтобы правильно завершить, мои дорогие. Ведь это карта усталости. Мы устали уже где-то и от ожидания, может быть, от участия, все-таки физический труд, да, помощи кому-то, или пусть это мы свою энергию, даже свое вдохновение кому-то дарили, но это не было оценено. Но, значит, для нас-то лично, вот есть очень мудрая фраза, пусть я не могу вернуться назад, чтобы правильно начать. Но я могу продолжить, чтобы правильно закончить. Вот что-то подобное в этой карте нам и описывается. Точно? Вот когда вы правильные свои приоритеты расставляете, когда вы видите, как отношение к вам, может быть, да, не важно там, что нам на словах рассказали, что нам обещали, или, может быть, о чем мы мечтали с кем-то вместе, но вот есть какая-то реальность. И у вас сейчас вот завершается какой-то сложный период, у кого-то он был буквально может быть, много труда было, да, с физическим трудом связан, и когда приходилось много работать. Может быть, для кого-то из вас это была ситуация, когда вы вообще находились в каком-то замкнутом пространстве. Но имеется в виду не обязательно это, ну, как какое-то место обособленное, да, но это когда мы больше времени проводим на работе, или когда, ну, может быть, кто-то больше дома находился, я такое тоже могу предположить. Для кого-то закрыты границы. То есть, ну вот переложите, тут вот есть какой-то момент, когда отчасти мы как отшельники стали, вот где-то так. Но вот теперь это начинает меняться. И вот, видимо, для чего вам это время нужно? Именно для того, чтобы правильные итоги. Потому что как только вы вот, может быть, даже на бумаге, вы расставите все по местам, 4 жезлов, карта праздника после победы. Какой-то вопрос вы уже решаете. Может быть, эта тема будет, ну вот карты живут своей жизнью.
В вашей жизни, тем не менее, есть какой-то человек, причем это близкий, скорее всего, человек, буквально у кого-то родной человек, который, мы говорим, что скоро случится, что скоро произойдет. Может быть, вы и помогали какому-то человеку, но тут я больше вижу, да, вы, наверное, даже и близких людей, но, может быть, и социальное окружение, более далеких. У вас такой период, что идет на ваш порог. Вам как судьба будет демонстрировать разные ситуации. Или вот вы смотрите расклад, проанализируйте дни, может быть, пару недель, и те, которые будут дальше. В вашу жизнь приходят события, информация не просто так. А тут надо делать именно выводы. Опять же, аркан маг, да более того, это с арканом иерофант, вам как по судьбе. Для кого-то я могу предположить, что и я, кстати, не исключаю. Проявится какой-то человек очень по-доброму по отношению к вам. Вот что вам по судьбе. Вам по судьбе найти именно свою, знаете, как вторую половинку, может быть, для кого-то. Или найти хорошего друга. Вот именно родственное, родство душ того человека, который умеет любить, так как умеете любить вы, мои дорогие. Здесь у нас король чаш, а там ведь у нас вот сигнификация, там ведь тоже выпадала королева чаш, и все то, что я говорила. Вот вы как будто должны обрести свою пару. Для кого-то решить вопросы по части дома. И вот, наверное, высшие силы, смотрите, два старших аркана, как начинают свою работу. Может быть, я не исключаю, в ближайшее время вы даже столкнетесь с тем, что от того человека, которого вам казалось, вы хорошо знаете, либо вы получите какую-то новость, либо он вам скажет о каком-то решении. И каким-то образом на вас это будет оказывать влияние. Ну давайте, что же вам по судьбе, что спешит на ваш порог, что скоро произойдет. Так что же тут скоро произойдет? Правда, тут будет известие или какая-то радость, что скоро случится. Тут будет явно какая-то радость, которая вас вдохновит. Единственный момент, да, тут будет повод для праздника, мои дорогие. Но вот, наверное, это можем одновременно сказать с учетом карты Иерофант. Да, с одной стороны, возможность нам как возвращает Вселенная, утраченные, может быть, возможности. Но также ведь они исключают по Иерофанту какого-то экзамена. Может быть, это как генеральный экзамен, мои дорогие, как защита диплома. Все-таки вы можете столкнуться, когда будет много эмоций. Вы будете чем-то довольны. Вас это прямо восхитит. Вот что-то радостное идет в вашу жизнь через новость, может быть, через человека. Тут больше нам именно через человека. Может быть, это какая-то поддержка. Но вот эти две карты, они такие эфемерные. Карта праздника, причем такая тройственная. По семерке кубков это всегда то, что нам приятно, радостно. Это когда много планов. Но карты обе заставляют перевести это опять же в практику. В практику, не забывая, что ты маг и волшебник. Сейчас ты рулевой собственной жизни. И поэтому тебе нужно выбрать правильный курс. Причем тот, который по судьбе. Так что же скоро произойдет? Соответственно, у нас с вами выпадает принцесса мечей. Не углубляясь в символы, эта карта, это как прообраз Медузы Горгоны, мои дорогие. Кому интересно поподробнее, зайдите на мой сайт, зайдите на главную страницу, у меня все ссылки в описании под видео. Прочитайте, может быть, некоторые моменты вас заставят задуматься или где-то передумать свою позицию или свою, ну, как свою стратегию, тактику, как вы выстраиваете отношения с людьми. Вот это для вас будет очень важно. Потому что, как известно, пострадала Медуза Горгона из-за своей доверчивости и наивности. Вот такого вы себе позволить не можете, нам все карты об этом говорят. Поэтому все то, что я вот только что сказала, тут действительно эмоций будет много, но вот нужно их как будто оставить и холодной головой о чем-то подумать. Вы знаете, перед вами откроются возможности. Смотрите, 21-й старший аркан «Мир» выпадает. И это, я не исключаю, что кто-то может вернуться на перемирие. Может быть, да, для кого, ну, тут ведь тоже мы все разные. Для кого-то из вас это перемирие, это как предложение по работе. И я, конечно, очень надеюсь, что совсем скоро для всех, для каждого из нас обстановка будет спокойная. Вот именно мир воцарится, когда будет больше возможностей, больше взаимопонимания. Но вам в этом взаимопонимании нельзя замечтаться.
И я точно так же должна сказать, карта «Мир» иногда как раз и говорит о расстоянии. Мы помним по сигнификации, у вас был аркан, точнее, колесница. И там идут и переезды, я уже тоже об этом говорила. Так вот, у кого-то поездки, путешествия, переезды вот с тем, что будет происходить. Или, может быть, как какое-то предложение. Или, может быть, взаимодействие с конкретным человеком для вас открывает как мир. Или дает вам какие-то возможности. Но оно вот все как-то неоднозначно. Тут явно что-то вас радует, и идут сами по себе возможности. Да, это карта итога. Но тут есть еще, пусть не для всех, а именно какая-то возможность. Но тут надо правильно оценить, потому что очень много будет эмоций. Вот давайте с вами и разузнаем, как изменится ваша жизнь или как изменятся, быть может, ваши планы. Ваши планы изменятся, мои дорогие. Это ваш сигнификатор, первая карта. Причем вам это по судьбе. Вам по судьбе, как будто, да, вот стать этим мало что магом, но еще и философом. А вы знаете, мои дорогие, кому-то популярность, особенно вот если вы человек медийный, или вы имеете свой бизнес, или хотите таковой развить, хотите личное творчество. Может быть, вы пишете книги, пишете картины, музыку, или просто вот блоги, влоги вы ведете, да, сайты, может быть. Вот здесь, правда, ваша популярность. Точно так же это может быть как специалист грамотный. Почему нет? Но это мудрое отношение к жизни в первую очередь помогает для нас правильную как колею выбрать. Пусть это будет я именно колею, потому что это пока не широкое шоссе, тут еще где-то приходится, может быть, и обходить острые углы, и пока что-то еще до конца не прояснилось, а будет проясняться. Поэтому отшельнику никто не мешает, потому что он на своей волне. И вы знаете, для кого-то из вас даже одиночество, которое, может быть, затянулось, но, может быть, уже длится некоторое количество лет. Или какая-то именно история, за которой вы попали, вот как вы никому не верите, да, потому что отшельник, почему он уходит в свой жизненный путь? Он понимает, что у него какие-то другие приоритеты. Не все разделяют, может быть, его философию, жизненные взгляды. Он устал как будто прятаться, может быть, да, день сурка у нас по этой карте. Он устал что-то анализировать, и он принимает такое решение. Да, вот эта аналитика, вот эта философия, философия жизни, она всегда будет со мной. Но, наверное, надо очень хорошо подумать о том, что, ну вот не надо в эту норку возвращаться как будто, да, потому что вам, скорее всего, сейчас судьба, вот как изменится ваша жизнь. Да тут, посмотрите, из одиночества в десятку пентаклей. Вы знаете, тут для кого-то из вас будет решаться личная жизнь, вопросы любви, вопросы денег. Посмотрите, какие волшебные карты. Но философское отношение к жизни никто не отменял. Для того, чтобы вот как будто, да, сработал вот этот механизм судьбы. Вам нужно быть отчасти вот этим философом, потому что здесь ведь тоже нам говорят, что какая-то может создаться ситуация, которая неоднозначная. Или она, пусть назовем ее спорная, но для вас она как благо. Тут будет, может быть, очень сложный момент, как изменится ваша жизнь. Тут может быть как предложение. Или пусть это приходит к вам через обстоятельства или события. Поэтому если мы себе сказали, вот будет вот так, так и так. Вот я так задумал или задумала. А мы тогда что-то упускаем. Где-то лавировать придется, хотим мы или нет. Но назовите это философским отношением к жизни. Потому что приходит возможность, но это где-то совершенно не так, как в нашем понимании это должно быть. Но вам таким образом помогает судьба. Причем, когда у вас могут, знаете, вот так последовательно, и я бы даже сказала спокойно, ровно, настойчиво решаться многие вопросы, как и в личной жизни, как и в финансах, но где-то в творчестве или в заработках тоже. Совершенно из отшельника, посмотрите, какие волшебные карты. То есть, грубо говоря, если мы говорим, да, положим так, эти три карты. Карта вот именно судьбы, такой нелегкой судьбы, когда вот именно сам по себе, когда или вылез из этой норки, или обратно вернулся. Но вот теперь
уже жизнь совершенно другого формата, другого качества. Это и семья, это и теплый уютный дом, это искренний человек, который тобой дорожит. Это тот, который тебя понимает. В первую очередь, это верность. Это не те отношения, которые строятся на интересе. Я часто об этом говорю. Вот вам, может быть, этого и не хватает. Потому что вас уже где-то судьба научила, что сегодня интерес есть, а завтра... А куда он делся? Пойди поищи. Или человек переключился на другие какие-то интересы. Вот вы от всего этого устали. Вам хочется не игры чьей-то, ну, может быть, и хочется, да, там с учетом аркана колесницы и мир. Ну, вот именно, чтобы эти подвижки или добрые перемены, когда вы можете путешествовать, когда вы имеете больше возможностей, но это все равно для вас должно быть в каком-то эквиваленте стабильности, или когда я могу это себе позволить и не думать завтра, что там на мою голову свалится. Так вот, именно вот в этом ключе пытается, как высшие силы пытаются изменить вашу жизнь. Ну и вам ничего не остается, как нужно просто благодарить, может быть, за то, что что-то сейчас будет меняться. Ну и мы спросили, как, что или как изменятся ваши планы. Вам придется менять ваши планы. Вам придется что-то корректировать. И не соскользнуть, чтобы себе что-то в ущерб сделать, но и не отказаться вот так, может быть, наотмашь от вашей идеи, от какого-то предложения или какую-то новость правильно додумать, переложить на реальность. Вот есть, как знаете, как знак судьбы, какая-то возможность, и ею надо пользоваться. К чему все идет? Что будет дальше? Что вам по судьбе? Верховная жрица, ну вы знаете, вот смотрите, о как, да, выходит у нас. Опять, вот ведь я перемешала много раз. И у нас получается карта Верховная Жрица. Вот эта королева чаш, которая выпадала в самом начале, она теперь превращается в Верховную Жрицу. Очень интересно, что у нас выпадала карта силы и карта мага. Мы говорили с вами, что тут как пара. У кого-то именно непростая история взаимоотношений. И ведь я не могу сказать, что вы с этим человеком перестанете общаться, как минимум общение или какое-то взаимодействие, но совершенно в каком-то новом формате у вас будет продолжено. Я точно так же не исключаю, что и новый человек у вас войдет. Впускайте в свою жизнь новых людей, потому что вот это любящее сердце, оно будет именно искать искренности, откровения и верности. Но прежде чем какое-то время, может быть, пока вы встретите именно того человека, который ваш человек, вам еще какой-то путь придется пройти. Но это как будто вот в небесных скрижалях уже присутствует. Хотя я для кого-то не исключаю, что тут и если вы сейчас в партнерских отношениях, и где-то все, что я сказала, откликается в вашей душе, то тоже будут перемены. Именно в вашей паре. Ну, вы, видимо, многое переосмыслите, потому что идет у нас колесо фортуны. Но самое главное, из ожидания или из какой-то, знаете, безмерной любви, или вашего участия, или пусть это когда вы любили когда-то всей душой, но тем не менее сейчас-то холодная карта, Верховная Жрица, хотя я ведь могу так допустить, кто-то, ну вот как вы закрылись от человека, и человек закрылся от вас тоже. Может быть, человек даже закрылся первый. Вы какое-то время пытались выяснить, понять, просто чтобы понять, а потом поняли, что ну, это бесполезно. И сами тоже такое же, как обет на себя взяли. Все, я уже устал. Все-таки карта усталости у нас тоже выпадала. И поэтому сейчас как будто фортуна меняет полностью вашу жизнь. Она и сейчас, точнее, это в ближайшем где-то будущем, ну или мы говорим, как изменится, да. Но тут, знаете, его величество случай. Где-то перекликаются, соответственно, расклад общий, перекликаются вот все эти позиции. Будьте готовы, хочется сказать, взять свою мечту. Здесь это может начинаться с информации, с важного звонка, у кого-то с документа, а у кого-то обстоятельства, которые вот-вот будут меняться. И вы понимаете, для чего вам нужно себя беречь. Здесь буквально вам будет помогать молчание. Может быть, вам будет помогать даже, ну, знаете, такой пункт, когда вы не торопитесь, даже если кто-то настаивает, вы не торопитесь давать ответ. Потому что тут и еще
через какое-то количество времени вы можете узнать, к примеру, меняются законы. Для кого-то это будет просто неожиданная новость или неожиданный визитер, тем не менее, который готов пролить свет на какую-то темноту. Может быть, это иногда по этой карте идет бунтарь без причины, поэтому это может быть даже ситуация по работе, когда вы получите какую-то новость. А для кого-то я не исключаю, что человек будет, пусть это не для всех, может быть, один-двое, когда человек будет пытаться вернуться в вашу жизнь. И начинается с каких-то разбирательств. Вот клянусь, это тоже не могу исключить, потому что бунтарь без причины. Я могу сказать, что это и вы где-то элемент, да, когда вы, как ваша душа, бунтует против обмана, мои дорогие. Вот, наверное, для большинства из вас понимаете, как доверять как будто человеку. Вот вы можете думать, как доверять, если это, ну, какие-то хитрики. Хотя, может быть, этот человек, ну, или не нарочно, или, ну, такой человек, мы его не изменим. Мы не приходим воспитывать взрослых людей, только наши дети, и то в таком более младшем возрасте. Взрослых мы тоже не воспитаем, все уже как сложилось, так оно и есть. Но, тем не менее, вот нам следом, как будто тот, кто нам сделал не очень хорошо, а мы позволили себе замечтаться, то вот эти отношения, они какое-то время будут следовать. Вот буквально сейчас что-то не закончится. Вот у кого есть сложности, тем не менее, в той или иной степени эквиваленте отношения будут продолжены. Но, может быть, после того, как вы, как будто, да, уже теперь не откликаетесь, вы теперь, ну, не делитесь собственной силой, может быть, и так. Или вы совершенно нейтрально относитесь к какому-то человеку, до него начнет доходить, что «ага, а я теряю». Так что же будет дальше? Все равно вот я как не стала дополнительные карты по второй позиции доставать. Смотрите, девятка кубков именно в этой колоде. Семья вся в сборе. Поэтому у кого-то возможность создать семью. У кого-то из вас есть возможность даже примириться с человеком, если вы, ну, как будто, ну, сумеете, наверное, себя уговорить, если вот как забыть все прошлое, да, простить какие-то обиды. Но, конечно, у кого-то из вас, смотрите, такие полярные карты, да, я уже сказала, я-то и не отрицаю. У кого-то это именно может быть построение новой семьи, но не скоро, прежде чем мы как будто проведем правильные демаркационные линии или параллели, как, да, под прошлым, или над прошлым скорее, то мы, ну, все равно где-то вязнем в том, что было когда-то. Но, тем не менее, я надеюсь, все правильно понимают, карта трансформации. И для кого-то из вас это может быть такая ситуация, которая складывается у кого-то из ваших, может быть, близких. Я могу сказать, что тут будет в жизни, может быть, ваших близких или кого-то из вам хорошо знакомых или даже где-то дорогих людей. В их жизни будет что-то меняться. А что это будет такое? И вот две карты, которые очень красноречиво свидетельствуют о том, что хочешь или не хочешь. Какая-то новая конфигурация. Тут вы что-то узнаете, правда? И это может быть связано с тем, даже, кстати, все же, ну, давайте рассмотрим. Не всегда отнюдь девятка кубков в этой колоде именно про семью. Я часто с учетом этих двух карт должна озвучить, потому что вы слышите от меня, это карта эгоиста и финансового успеха. Вот что будет дальше, кому-то это важно услышать определенно. Ну, где-то предупрежден, вооружен, мои дорогие. Тут действительно вам не замечтаешься, поэтому у вас что-то тут складывается. Но будьте готовы к тому, что вам придется где-то пересмотреть свои финансы. Откуда или как метод получения финансов, или как будто себя сохранять именно в финансовом отношении. Деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, когда вы долго помогали, мы ведь тоже такую ситуацию рассматривали, вы окончательно скажете кому-то нет. И я, опять же, надеюсь, что вы понимаете, 13-й старший аркан не про смерть. Ну и вот эта карта, да, тоже не про смерть, хоть тут у нас и погост. Вообще, в Колет Барон Рид десятку мечей называет изящное завершение. Мы уже настрадались, мы уже что-то выдержали, или мы уже какой-то этап прошли. Вот этот этап закончился сам по себе.
А нам говорят, теперь внутренняя должна произойти трансформация. И это у кого-то будет касаться просто и личной жизни, но для кого-то это потребует именно финансовое состояние дел. К чему все идет? Ну, тут, наверное, мне нечего сказать. Правда ведь? Новая семья у кого-то может быть. Не бойтесь людей отпускать, я бы сказала. Не бойтесь. Вот у нас сейчас с вами особенно такой важный период, когда нужно постоянно анализировать. Это вот мое или не совсем. То есть знай, за что держаться, а когда отпускать. Вот, наверное, весь наш расклад, вот перемены от этого строятся. Потому что эта трансформация, она глубока именно в вас самих. И тут могут быть такие метаморфозы, что вы кому-то когда-то помогли, к примеру, и забыли. Вы помогли совсем чуть-чуть. Вы не сочли, что это подвиг или какое-то действие, а здесь человек может вам в какую-то минуту откликнуться. Или очень чутко воспринимать именно вашу боль, ваши разочарования или ваши трудности. И может быть такая метаморфоза, когда как раз те, кому вы помогали, они, как будто отходят на второй план. Отходят, как ни в чем не бывало. И я где-то в самом начале я говорила по сигнификации. У людей сейчас будут какие-то свои задачи, темы, и они полностью и глубоко где-то ими будут заниматься. Для вас это тоже хорошо, потому что вот вы как раз эту трансформацию легче проходите. Или когда вы понимаете, что или оцениваете где-то, кто мне помог в трудную минуту. Поэтому как тут будут изменения в вашем окружении, так и будут изменения где-то финансы или, может быть, по работе. Это, знаете, время вашей силы. Это точно. От начала до конца. Ну и чтобы подытожить, я могу сказать, вот фортуна пытается какой-то ваш жизненный и очень сложный сюжет выровнять, может быть, где-то вот через такие возможности, когда вы сами где-то учитесь, что не надо заранее обещать, не нужно брать на себя те обязательства где-то на эмоциях и из добрых, пусть благородных, побуждений, потому что жизнь, она разная. Мы сегодня помогаем, а вот как это отзывается потом, это неизвестно. Но какое-то, знаете, как пространство вокруг себя вы явно будете чистить. И мне очень хочется вспомнить, вот я вас приглашаю, правда, на свой сайт, не только, ведь Таро это все построено на символах. Я, собственно, никогда не думала, что это меня заинтересует когда-то, но я всегда интересовалась символикой, историей, сколько себя помню, мне всегда было это очень любопытно. Но вот так шаг за шагом я случайным образом оказалась в Таро. Поэтому вы часто слышите, что я именно оборачиваюсь, к тем знаниям, которые я имею. И поэтому, к чему я все клоню? Мы говорили с вами по поводу принцессы мечей, и у меня статья на сайте как прообраз Медузы Горгоны. Но я точно так же хочу вас пригласить, вот исходя из того, что я только что сказала, прочитать еще одну статью. Хирон в Овне. Тут именно не карта уже, а целый комплекс карт. Хирон – это могучий Геракл, тоже известен нам из мифологии. Это тот Геракл, который всех учил, обучал математике, искусству врачевания. Это тот, который обучал наукам, и в том числе искусству охоты. И его ученик Геракл однажды, после того, как учитель, кентавр, да, вот именно Хирон, показал ему, как нужно стрелять из лука. Вот он, понимаете, видимо, был чересчур самоуверенный в чем-то. И он начал эти свои тренировки недалеко от того места, где жил Хирон. И вышло так, что стрела попала ему в ногу. Вот это такая интересная история, поэтому вы можете прочитать на моем сайте. Но суть-то в чем? Израненный целитель, мои дорогие, тот, который сам лечил, он не смог вылечить себя. И вот это какая-то незаживающая рана, символ священной раны, идет у нас по Хирону. А у нас Хирон в Овне с вами еще с хорошим таким заходом на 2027 год. Поэтому прочитайте статью. У каждого из нас есть какая-то болевая точка невозврата. И она одновременно для нас должна стать новой точкой отсчета. И вот ваш весь расклад, он очень где-то мне
ну, как символизирует вот именно это сочетание. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Для тех, кто досмотрел, конечно. Но у меня здесь просто волшебные подписчики и зрители. И я вас люблю, вы мои единомышленники. Вы прямо моя душа, правда? Я не просто так дифирамбы пою вам, а я читаю ваши комментарии, правда, не откликаюсь. Поверьте, вот вообще ничего не успеваю. Но мне так радостно, что все то, что я делаю, мое творчество, откликается в вашей душе. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.